Добрый день, любители виртуальной авиации. Этот видеоролик сделан для обладателей замечательного девайса Logitech G940 и тех, кто планирует его приобрести. В нем я расскажу о его основном недостатке и как его исправить. Если в вашем девайсе вы не сталкивались с данной неисправностью, то у вас все еще впереди. На повестке дня ручка управления двигателем. Удобный и дорогой девайс, но как выяснилось, и у него есть свои инженерные недоработки. Через несколько месяцев интенсивных полетов стали постепенно отказывать кнопки на руде. Вначале это проявлялось не так заметно. В режиме малый газ перестали работать кнопочки Т1, Т3 и верхняя хатка. Но стоило сдвинуть руль на сантиметр вперед, как они начинали функционировать. Через некоторое время для функциональности неработающих кнопок приходилось сдвигать руль все дальше и дальше, и это жутко напрягало, особенно в бою. В какой-то момент кнопки вовсе перестали работать независимо от положения руда, и отказала нижняя хатка. Происходит это из-за внутреннего обрыва проводов в шлейфе, соединяющем плату с управляющими кнопками в месте изгиба провода. Проводки шлейфа очень тонкие, и сам шлейф несколько коротковат, что приводит к натяжению шлейфа. В результате его ресурс сильно снижается. Шлейф с внутренним обрывом необходимо заменить на новый. Обзвонив 3 сервисных центра Logitech, ни в одном из них не нашлось такого шлейфа. Заказать через сервисный центр тоже не представилось возможным. Максимум, что мне предложили, это монтаж новых проводов при помощи пайки. Этот способ мне показался совсем неприемлемым. Выход я нашел, изготовив шлейф самостоятельно. Обойдя несколько магазинов радиодеталей, я нашел необходимые разъемы низковольтного питания и контакты к ним. 12-пиновый разъем имеет маркировку HB12, также может иметь маркировку PHR12 с шагом контактов 2 мм. 8-пиновый разъем маркируется как HB2 умноженное на 0,4, может иметь маркировку MDU8F с шагом контактов 2 мм. 3-пиновый разъем маркируется как EHR3 с шагом контактов 2,5 мм. При покупке разъемов нужно уточнить, продается только розетка или она идет в комплекте с контактами. В первом случае контакты придется приобретать отдельно. Для каждой розетки идут свои контакты, и к другой розетке они не подойдут. Будьте внимательны. Рекомендую приобретать пару-тройку дополнительных контактов на всякий пожарный для каждой розетки. Необходимо будет приобрести и термоусадку для проводов. В качестве провода я использовал витую пару. Для изготовления шлейфа потребуется два отрезка длиной 35 см. Можно использовать розетки с родного шлейфа. Для этого нужно освободить их от старой проводки при помощи тонкого лезвия ножа. Острием ножа отогнуть на розетке пластиковый фиксатор и вытянуть провод с контактом. Итак, начнем. Зачищаем провод от изоляции на 3 мм. Круглогубцами слегка изгибаем зачищенный провод. Вкладываем его в контакт. И аккуратно обжимаем с одной, а после и с другой стороны. Есть. Обжал. Проверяем прочность соединения. Усики для обжима изоляции нужно согнуть пополам и в таком положении окончательно обжать провод. Криво пошло. Поправляем ножом согнутые усики. Обжимаем окончательно для прочности соединения.
Лишнее отламываем. Вставляем контакт в разъем до защелкивания. Проделываем эту операцию до тех пор, пока полностью не заполним разъем контактами. Отрезаем термоусадку длиной 21 см и одеваем на провода. Расстояние от термоусадки до разъема составляет 3 см. Термоусадку прогреваем феном. Далее аккуратно выгибаем жгут в сторону ключа разъема и делаем дугу в обратную сторону. Вот таким образом. Согласно представленной схеме, мультиметром в режиме прозвонки нужно найти провода, идущие на трехпиновые разъемы. Это первый, второй, третий и 12 провод 12-пинового разъема при виде со стороны ключа. Находим провода. Первый, второй, третий, 12 и отгибаем их в сторону. После того, как нашли все 4 провода для трехпинового разъема, согласно схеме дублируем провода, идущие на второй трехпиновый разъем. Я решил их пропаять для прочности. Одеваем куски термоусадки. Это делается для того, чтобы провода не перепутались. Прочность тут не нужна. Как и в начале ролика, также обжимаем каждый провод контактом для трехпинового разъема. Согласно схеме вставляем контакты в розетку. Эту же операцию проделываем и с 8-пиновым разъемом. Пользуясь схемой, мультиметром находим каждый контакт и вставляем его в нужный разъем розетки 8-пинового разъема. На всякий случай можно еще раз прозвонить все провода мультиметром. Вот и все. Шлейф для любимого девайса готов. Как его установить, я продемонстрирую в другом ролике. Если кто-то не может или не хочет заморачиваться изготовлением шлейфа, то его можно приобрести. Все подробности в описании. С вами был Андрей 35. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачных всем полетов и чтобы ваш любимый девайс не выходил из строя. Пока.